Если взять среднекубатурные некитайские Тур-Эндуро с 21 колесом, новый Трансальп худший с точки зрения езды по бездорожью. Буквально через минуту, как я поехал по грунту, в голове завертелась мысль: на что я трачу свою жизнь? Мне действительно нужно ехать по бездорожью на мотоцикле, на котором это не доставляет никакого удовольствия. Двигатель недостаточно низовой для эндуро, плохая развесовка с более тяжелой мордой, отвратительная эргономика в стойке. Подножки вынесены вперед, и мало того, что седло слишком широкое, еще под бедрами неприятно торчат пластиковые панели, особенно если ты начинаешь оттягиваться, пытаясь перенести вес назад. Плюс невнятная подвеска. Я ее настраивал, но так и не получил удовольствия на грунте ни при каких значениях. Получается и жестко, и с бесконтрольным болтанием. Никакого ощущения контроля. А еще у Трансальпа, видимо, самый агрессивный трекшн-контроль, который можно найти в Тур-Эндуро. В самом слабом первом режиме он не дает плавно ехать по гравию, каждые пару секунд гасит мощность. Чуть на кочке колесо отрывается, у мотоцикла истерика: мы все умрем, мама, вызывай ГИБДД. Трекшн-контроль вас будет доставать всю жизнь, потому что он выставлен во всех режимах. Можно убрать только в пользовательском режиме, однако трекшн-контроль восстанавливается после выключения зажигания. В итоге ездишь по грунтовкам с дергающимся мотором, и только если видишь какой-то легкий подъем, убираешь трекшн совсем, иначе мотоцикл просто не дает заехать наверх. И еще у Трансальпа самый низкий дорожный просвет среди всех Тур-Эндуро с 21 колесом. Я как ни старался медленно наискосок неровности проезжать, все равно царапал дном с самым затянутым преднатягом. И да, насчет самого низкого клиренса, даже тут Трансальп не первый, проиграв Вистром 1050DE. Поверьте, у Трансальпа все очень плохо. Забавно, что я слегка попинывал в прошлом обзоре Desertex, а многие не поняли, о чем я говорю. Придирки к Desertex в том, что у него высокий порог входа и мопед заточен на ралли, как не будут ездить 99% покупателей литрового дорогущего байка. Но он хотя бы в этом раллийном стиле прекрасен. А Трансальп плох при любом сценарии использования на бездорожье. Есть такой распространенный аргумент, мол, у меня навыков немного, поэтому пока хватит и таких возможностей, научусь и куплю что-то более внедорожное. Это работает в спортбайках, но не в эндуро. Новичок на КТМ и XCF через месяц уже дважды сломает позвоночник и колено, прыгая на трамплинах. А новичок на Трансальпе все еще будет учиться ходить вокруг мотоцикла, придерживая его пальцем, объясняя, что это тренирует какой-то баланс. Или взять Туарек как пример хардкорного Тур-Эндуро. На таком байке по бездорожью едешь в состоянии потока. Подвеска, колеса, геометрия, двигатель, что у тебя под колесами и так далее, об этом вообще не задумываешься, едешь на уровне рефлексов. Как сказал бы Вин Дизель, семья — это главное, то есть рулишь сердцем. И вот эта разница в геометрии, подвеске и эргономике заметна даже на самой простой ровной грунтовке. Новичок на хардкорном Туареге гораздо лучше поедет, потому что с мотоциклом не нужно бороться. А чтобы что-то изображать на Трансальпе, нужны как раз навыки сильно выше среднего для компенсации вредительства мотоцикла. Короче, мой вердикт: даже не вздумайте покупать Трансальп, если вы собираетесь тренироваться на бездорожье или как-то очень активно эксплуатировать мотоцикл на грунте. На этом можно было бы уже склонять подписываться на канал и ставить лайки. Однако, вот какое дело. Если посмотреть цены и выбросить оттуда китайские мотоциклы, подождите, BMW пока оставим, можно заметить, что Трансальп по стоимости ближе к Вистром 650 XT, чем к 800DE, и даже чуть дешевле 750 GS. Теоретически существует KLR 650, который дешевле Трансальпа, но он не соответствует нормам Евро 5, поэтому в Европе его не продают, да и вообще это одностволка. Так вот, проблема Трансальпа на самом деле в этом 21 колесе, которое дает ложное представление о модели. 19/17 — вот что нужно этому мотоциклу. Хорошо для понимания вспомнить самые первые Трансальпы. Был раллийный NXR 750, Africa Twin 650 и Трансальп 600. Двигатели по динамике и у Африки и Транса точно были близки. Как эти модели разделялись? Africa Twin 650-750 — серьезный туристический внедорожник, а Трансальп — менее хардкорный универсал, дружелюбнее, получше на асфальте, полегче. И с каждым новым поколением Трансальп становился все более дорожным, выдерживая некоторый универсальный баланс. Примерно так и сейчас. Никто не пытается делать хардкорную машину и конкурировать с Африкой. Это заметно даже по каким-то мелким деталям, если сравнивать их между собой, типа как задран глушитель у Африки и как опущен на Трансальпе. Думаете, это случайно?
Правда, Honda продолжает делать вид, что байк под 230 кг отлично подходит для бездорожья. Справедливости ради, Suzuki тоже живет в своей вселенной, где литровый Турендуро весит за 250 кг, а среднекубатурники 230. Если сравнивать Трансальп с кроссоверами, а вот тут все значительно лучше. У Трансальп однозначно веселее двигатель, чем у всех 650 и 750. Плюс это один из самых мягких двигателей на рынке с очень слабо выраженными вибрациями, от которых даже после целого дня за баранкой руки вечером не чешутся. На 800DE я тоже покатался, он довольно мягкий, но у Трансальпа все-таки мотор мягче. У обоих байков два балансирных вала и схожая геометрия. Инженер Honda на презентации рассказывал, в чем нюанс. У Suzuki балансиры разнесены на 90 градусов, что делает мотор компактнее, а у Honda на 120 градусов, что лучше гасит вибрации, хотя вряд ли только один параметр так влияет. Кстати, иногда встречаю в комментариях возгласы про два балансирных вала, как будто они в 2 раза больше вибраций гасят. На самом деле второй балансирный вал вспомогательный. Довольно часто двигатель с одним балансирным валом работает мягче, чем похожий с двумя. А иногда двигатель без балансирных валов работает мягче двигателя с двумя балансирными валами. Если мы уйдем от эндуро, трансальповский двигатель-то неплох. У него нет жесткого прихвата внизу, но он очень плавный и ровный, без провалов. Хорошо едет и в городе, и на серпантинах, и на магистрали. Это не высокооборотистый двигатель, а скорее среднеоборотистый, что для асфальтового мотоцикла отлично. Плюс передачи настроены так, что диапазон скоростей у каждой передачи огромный для среднекубатурника. В горах или в городе не принципиально, на какой передаче едешь. Квикшифтер на 4. Лучше среднего, но от Honda ожидаешь большего. Например, квикшифтер у 800DE мне понравился больше. Тем не менее, на Honda я часто переключался квикшифтером даже с первой на вторую, что на большинстве мотоциклов делать не стоит, а здесь нет запредельного пинка. В условиях гор и трасс, где обычно щелкаешь с 3 по 6, квикшифтер работает на 5, плавно и без задержки. Опять же, у каких 650 и 750 квикшифтер доступен хотя бы в опции. 750 GS, на нем квикшифтер работает точно хуже. Расход у двигателя, как у всех, в горах очень часто средний расход опускался ниже 4 литров, но средний будет чуть выше. На магистрали около 130 км в час, где-то около 4,7 литров, все как у всех. 400 км на баке маловероятно проехать, но почти. Чуть лучше, чем у обычного Тенери, но хуже, чем у Туарега и 800DE. Что приятно удивило? Звук. Удивило, потому что не итальянцы редко заморачиваются над звуком. Трансальп очень тихий, но бархатистый. Например, Вестром при схожем объеме и 270 градусах звучит как сопливый скутер, а Трансальп звучит как надо. Если между точками маршрут занимал минут 20, я ездил по трассам без беруш просто из-за приятного ненавязчивого звука. Если сравнивать с кроссоверами за такую же цену или чуть дешевле, Трансальп ощутимо легче. Я в первый раз был приятно удивлен, он как пушинка по ощущениям. Вот чего не отнять, так это хорошей работой Honda над весом. Другое дело, что даже легкий вес не дает наслаждаться бездорожьем, но для новичков, особенно среднего роста, низкий вес – это фактор. И еще Трансальп значительно лучше по комфорту, чем кроссоверы и Турендуро за ту же цену или дешевле, особенно для высокого роста. Любые 650 и 750 не такие удобные. Да и Тенери, например, не даст такого комфорта. Да, Тенери несравнимо лучше на бездорожье, но мы все знаем, что подавляющее большинство Турендуро эксплуатируется чисто на асфальте. Ну или называют бездорожьем места, где любой дорожник спокойно едет. Для большинства реальных покупателей в реальных условиях Трансальп окажется лучше. Чтобы вы понимали, Трансальп по совокупному уровню комфорта где-то на уровне литрового Вестром. Это совершенно точно по удобству не Тенери. Ветрозащита не идеальная, но весьма неплохая для стока. Форма стекла распыляет воздух, отсутствует жесткий поток ветра в голову, шлем не дергает. С таким стеклом с открытым визором быстро не поездишь, но в шлеме тихо, и на визор в путешествие попадали единичные мошки. Седло адекватное, за эти деньги я лучше не встречал. Точнее, у Бинелли ТРК 502 седло вальяжнее, но мы договорились китайцев не смотреть. Например, у 800DE общий уровень комфорта действительно хороший, но сиденье жестковато, на мой взгляд. Для примера, седло Трансальпа и шире, и мягче, чем на Африке Твин. И главное, почему я все-таки довольно благосклонен к Трансальпу. При моем росте 188 сантиметров ничего не затекало, хотя я ездил много и довольно уставший из-за того, что решил попутешествовать на трансе летом по югу Испании.
Временами температура поднималась выше 40 градусов, приходилось мало спать, чтобы выезжать часов в 6 до рассвета и дольше пилить до полудня. Ну и пока не забыл, на Трансальпе при всем его большом цветном экране не нашлось местечка, чтобы показывать температуру воздуха. Зато на почетном месте температура охлаждайки, чтобы каждый владелец видел, что его хондочка в порядке и он сделал правильный выбор. Короче, посадка мне нравится, а с любыми 650-ми и 750-ми мало того, что по седлу ерзаешь, так еще и колени, плечи затекают. У Трансальпа такого нет, это несоизмеримо лучший комфорт и даже нет типичной хондовской проблемы, когда за рулем нужно сильно тянуться. Опять же, вынесенные подножки вперед плохо для бездорожья, но распрямляют колени на асфальте. В чем я вижу преимущество Трансальпа? Он хорошо подходит на роль первого мотоцикла для высоких людей где-нибудь от 175 сантиметров. Комфортно сидишь, не надо бороться с избыточным весом Вестром 800DE, не надо бороться с избыточной высотой и спартанским седлом Тенери, очень дружелюбный и холодный двигатель, очевидная надежность, ликвидность и так далее. Кстати, у Трансальпа еще одна из самых низких степеней сжатия в классе. Не часто встретишь совершенно новый двигатель с рекомендациями заливать православный 91 бензин. Для людей, которые выбирают только из японских мотоциклов, это важно. Например, все у того же идентичного по объему 800DE рекомендован минимум 95. Возвращаясь к подвеске. Опять же, если сравнивать с 650-ми и 750-ми, а подвеска-то и не хуже. Во-первых, у кроссоверов за эту цену редко есть хоть какая-то регулировка вилки. У Трансальпа преднатяг вилки настраивается, что уже кое-что. Я сначала по серпантинам решил поездить, настроив вилку и амортизатор где-то на предпоследние значения. Я же один и не самым тяжелым в мире грузом, будет достаточно. Когда на одном из первых крутых поворотов чуть не убрался, быстренько затянул все до хруста. И тогда мотоцикл поехал. Как очевидно, недорогой мотоцикл с большими камерными колесами, но достаточно управляемо. Не хуже, чем дешевые же кроссоверы без регулировок. Или, например, значительно лучше, чем едут на серпантинах 800 и 850 ГС даже с электронной подвеской, которые хоть затягивая они будут клевать. Если ехать по ровному серпантину, с Трансальп можно и забыть, что едешь на относительно длинноходном турендуро. Однако все меняется, если едешь по волнистому асфальту или ямкам. В самом затянутом положении после проезда волны к вилке особых претензий нет, а амортизатор продолжает несколько раз раскачиваться на пружине, что неприятно. Я бы первым делом поменял амортизатор, как появится в продаже. Это не так дорого относительно ощутимого улучшения мотоцикла, но новичкам и так сойдет. Повторюсь, у дешевых турендуро довольно редка подвеска, которая хороша везде. По разбитой дороге даже с посредственной подвеской Трансальп в любом случае едет лучше, чем 650-ки и 750-ки. И подвеска более энергоемкая, и спецованные большие колеса помогают. А клиренс внезапно оказывается уже самым большим в этом ценовом сегменте. Такая же история с тормозами. Их достаточно, и они вполне в рамках 650-ок, но довольно невнятные. Динамика мотора уже с некоторой претензией, хотелось бы тормозов почетче, но если перестать верить в Деда Мороза, вопросов нет. Я же вам не сказал, я тестировал два разных Трансальпа, просто оба серые, и вы наверняка не заметили. На обоих были и невнятная подвеска, и невнятные тормоза. Чего не хватает для полного счастья Трансальпу — круиз-контроля. Но, во-первых, у Транса электронная ручка газа, и ее не так напряжно держать открытой, как у тех же 650-ок. Во-вторых, ни у кого из конкурентов по цене до Туарега все равно нет круиз-контроля, ни у Тенери, ни у Вестром. Есть опциональный у 750 ГС, но это в принципе одно из двух значимых преимуществ мотоцикла, хотя с круиз-контролем ГС уже дороже, приближаясь к тому же 800DE. Для интереса посмотрел, в каком состоянии сейчас продают годовалые 750 ГС. Из всех предложений в Испании только 30% имеют круиз-контроль. Касательно второго преимущества 750 ГС – высота по седлу. Если сравнивать с кроссоверами, все-таки Трансальп высоковат. А если сравнивать турендуро в похожем бюджете с 21 колесом, а кто ниже-то? Тенери совсем выше, КТМ 890 ниже, но сильно дороже, 790 китайской сборки, вряд ли кто-то выбирает между японцем и китайцем с посредственной репутацией. 800DE по идее той же высоты, но с соизмеримыми настройками жесткости подвески Suzuki получается ощутимо выше. Обе модели практически одновременно тестировал, разница все же есть даже для меня.
С Туарегом обратная ситуация, при том, что он немного выше, но по факту из-за узкого седла на нем достаешь до земли примерно как на Трансальпе, может даже удобнее. Но опять же, если ввести на ютубе Honda Transalp 750 VS, будет список мотоциклов, с которыми модель сравнивают живые люди. Там в топе запросов одни японцы. И каким бы Туарег идеальным не был, как бы его все не расхваливали, есть огромное количество людей, которые выбирают только между японскими мотоциклами, а там, как ни крути, Трансальп самый низкий.